В своей книге вы рассказываете о проблемах национализма в Украине. Есть ли подобные вещи и процессы в других странах СНГ? В конце 80-х годов еще, да, во время распада Советского Союза, потому что, собственно, держава наша, да, хорошая она была или плохая, она была единая, распадалась, и она распадалась исключительно по национальному признаку, в первую очередь. И поэтому, к сожалению, те национализмы, которые тогда стали произрастать там и в Прибалтике, и на Украине, и в Средней Азии, и на Кавказе, они все были направлены исключительно против только одного этноса, на самом деле, против русских. Вот. И в этом смысле, конечно, нынешнее положение дел, которое есть на Украине с национализмом, оно может быть даже, ну, скажем так, если можно так выразиться, более цивилизованное, чем то, что есть, например, в Средней Азии сейчас до сих пор. Вот не так давно в СМИ проходила информация относительно, допустим, выдавливания русских людей и русскоязычных из Узбекистана, да, когда они там теряют работу, теряют недвижимость и так далее. Поэтому на Украине все-таки политический национализм, он во многом такой хочет быть, знаете, таким презентабельным и востребованным в том числе на Западе. Потому что, например, в России у нас много говорят о финансировании оппозиционных движений со стороны западных некоммерческих организаций. Вот, но не всегда есть этому доказательства. А, допустим, партия «Свобода», она получила грант от Республиканского фонда США, который возглавляет сенатор Джон Маккейн, известный, так сказать, своими резкими негативными заявлениями по отношению к России. Так что, к сожалению, вот то резко негативное отношение к русским, прежде всего, да, и к России, оно сплачивает, так сказать, национализмы, существующие в государствах, которые окружают Россию, бывших в советских республиках. Какие есть меры противодействия подобным процессам? Знаете, если в 90-е годы у России, может быть, у руководства России была такая, знаете, отговорка, что ну, мы страна слабая, у нас вот реформы идут еле-еле. Это сейчас страна, Россия сильная, да, и как бы кто к нам не относился, и внутри страны, и извне, это сейчас признают все. Именно поэтому, скажем, через экономические какие-то рычаги, через культурные рычаги, через диалог между народами, через диаспоры, как диаспоры соответствующих государств на территории России, так и через русские диаспоры в этих странах мы вполне могли бы, ну, как минимум, наладить диалог, вот, и, разумеется, улучшить положение наших соотечественников за рубежом. Кроме того, все-таки много говорилось о программе защиты соотечественников и способствованию получению им российского гражданства, если они захотят этого. Но, к сожалению, насколько я знаю, эта программа, она в основном существует на словах, и реально мало что делается в этой связи.